Знаете, что меня больше всего раздражает в современных учебниках истории? Они показывают лишь маленький фрагмент прошлого, будто до известных империй человечество жило в темноте и ничего не умело. Нам рассказывают про Элладу, про древние царства Средиземноморья, про великих завоевателей, но почти никогда не упоминают города, где десятки тысяч людей жили в идеальном порядке задолго до появления большинства европейских столиц или цивилизаций, у которых уже были канализация, водопровод и сложная архитектура в то время, когда другие народы только учились строить примитивные поселения. Я много лет изучаю древнюю историю, и чем больше читаю старые архивы, тем сильнее понимаю одну вещь. Большая часть настоящего прошлого человечества либо забыта, либо скрыта под слоями времени. Сегодня я расскажу вам о 6 цивилизациях, которые существовали на самом деле, обладали технологиями, армиями, торговлей и культурой, а затем исчезли так, будто их никогда и не было. И после этой истории вы уже не сможете смотреть на древний мир прежними глазами. Начнем с первой цивилизации. Она существовала в долине Великой реки Астара, на территории, где сегодня расположены южные области Восточной Азии. В начале прошлого века археолог Ричард Элтон отправился туда в поисках обычных руин древнего поселения. Он ожидал увидеть примитивные дома и остатки храмов, но вместо этого обнаружил огромный город с идеально ровными улицами, двухэтажными зданиями из обожженного кирпича и системой канализации, которая работала лучше, чем в некоторых европейских городах XIX века. В каждом доме были специальные помещения для воды и отвода отходов. Представьте себе, почти 5000 лет назад жители этого города уже пользовались полноценной системой водоснабжения. Население достигало десятков тысяч человек, а подобных городов археологи нашли более 1000. Но самое странное заключалось в другом. У народа Астары была собственная письменность, сотни символов, смысл которых до сих пор никто не смог разгадать. Лучшие специалисты мира пытались расшифровать эти знаки, подключались компьютерные алгоритмы, искусственный интеллект, но результат оставался нулевым. А потом произошло нечто загадочное. Огромные города внезапно опустели. На улицах нашли человеческие останки, будто жители пытались спастись от чего-то неожиданного. Одни исследователи считают, что всему виной изменение климата и высыхание реки. Другие говорят о вторжении северных племен. А некоторые уверены, что причиной стала неизвестная катастрофа, память о которой сохранилась только в древних легендах. Теперь перенесемся на западное побережье другого континента. Там существовала цивилизация Лумар. Она возникла раньше знаменитых восточных царств и уже тогда строила огромные ступенчатые пирамиды. Самое удивительное в том, что археологи почти не нашли оружия. Ни мечей, ни копий, ни следов крупных войн. Создается впечатление, что общество Лумара развивалось без постоянных конфликтов. Они создали сложную систему узлового счета, управляли большими городами и занимались масштабным строительством, хотя даже не использовали привычную керамику. Их цивилизация просуществовала почти 1000 лет, а затем люди просто покинули свои города и исчезли. Третья история ведет нас на остров Эларис в Южном море. Там находилась морская держава, о которой позже сложили множество легенд. Когда археолог Генри Уолтер начал раскопки древнего дворца, он обнаружил настоящий лабиринт из сотен комнат, лестниц и коридоров. У жителей Элариса были водопровод, сложные бани, красочные фрески и огромный флот. Они торговали с десятками стран и считались хозяевами морей. Но затем неподалеку произошло гигантское извержение вулкана. Волны уничтожили прибрежные города, поля покрылись пеплом, экономика рухнула. Цивилизация еще какое-то время существовала, но постепенно угасла и растворилась в истории. Четвертая цивилизация находилась в глубине жаркого материка Зару. Ее жители научились выплавлять железо задолго до многих других народов. Они строили огромные печи, создавали оружие, инструменты и удивительные статуи с невероятной детализацией. Скульптуры народа Зару поражали настолько, что современные искусствоведы сравнивали их с произведениями античных мастеров.
Но спустя несколько столетий эта культура исчезла. Без следов масштабных войн, без признаков эпидемий. Города просто опустели, а люди растворились среди других племен. Пятая история касается великой морской державы Нерония, расположенной на северном побережье западного континента. В древности это был один из богатейших городов мира. Их корабли уходили далеко за океан, торговцы привозили редкие металлы и ткани, а армия считалась непобедимой. Именно здесь родился знаменитый полководец Арден, который едва не уничтожил крупнейшую империю своего времени. Но враги Неронии решили стереть ее полностью. После долгой осады город горел несколько недель. Библиотеки, мастерские, дворцы — все было уничтожено. Выживших жителей продали в рабство, а историю переписали победители. Из-за этого спустя века большинство людей помнили Неронию только как царство жестокости, хотя археологи находили там обсерватории, медицинские инструменты и сложные инженерные сооружения. И, наконец, шестая цивилизация — царство Тарем, находившееся южнее Великой пустыни. Именно там были построены сотни острых каменных пирамид, которых оказалось даже больше, чем в знаменитых северных землях. Народ Тарема владел металлургией, имел собственную письменность и огромные производственные центры. Их города были наполнены мастерскими и плавильными печами. Но затем пришла армия соседнего государства, и великая цивилизация начала разрушаться. Города опустели, пустыня постепенно поглотила пирамиды, а письменность Тарема до сих пор остается нерасшифрованной. И вот что объединяет все эти истории. Многие из этих цивилизаций обладали знаниями, которые исчезли вместе с ними. Их письменность забыта, технологии утеряны, а достижения оказались похоронены под песком, землей и океаном. История человечества вовсе не похожа на прямую дорогу к прогрессу. Цивилизации возникают, достигают невероятного уровня развития, а затем исчезают, оставляя после себя лишь загадки. И иногда мне кажется, что мы знаем о прошлом нашей планеты намного меньше, чем привыкли думать. Возможно, под песками пустынь, в джунглях или на дне океана прямо сейчас скрываются руины других великих цивилизаций, о которых человечество еще даже не догадывается.